Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 25 ноября и поговорим о самой актуальной информации. Поговорим о том, что категорически нельзя делать в день Иоанна Милостивого, почему это считается самым страшным грехом этого дня. Также уделим внимание тому, что ни в коем случае сегодня нельзя поднимать, иначе можете приобрести, подхватить порчу. Обращаем на это внимание наши подписчики, наши гости нашего канала, а также в этом видео уделим внимание лунному календарю. Обязательно оставайтесь с нами, много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, народный календарь на 25 ноября. 25 ноября народно-христианское торжество, которое называлось Иоанн Снежный. И в народе этот праздник еще называли как Иоанна Милостивого. А вот в церковном календаре в этот день вспоминают патриарха Иоанна, который сделал очень много хорошего для нищих и обездоленных, за что его прозвали в народе Милостивым. Также еще называли его и Снежным. День 25 ноября считался финальным свадебным днем. По народным поверьям, свадьбе теперь можно будет только играть в начале марта. Девушки, не успевшие выйти замуж в этом году, усаживались за вышивание, чтобы подготовить приданое и подарки к следующему сезону бракосочетаний. Матери же дочерей на выданье тоже не сидели сложа руки, а ткали материю для будущего постельного молодым. Это действие сопровождалось пением, сначала напоминающим плач по одинокой жизни дочки, а затем в нем появлялись нотки веселья пред предстоящим торжеством, свадьбой. Погода обычной на Иоанна Снежного стояла холодная, с буйными ветрами, а значит, впереди ожидался период простудных болезней. Тяжелее всего простуду переносили детки, поэтому 25 ноября все молились о здравии своих и чужих детей. Традиционно сегодня крестьяне отправлялись на рынок уже на санях, ведь выпавший на Иоанна снег обычно бывал плотным и лежал до самой весны. К этому дню прилетали сойки, снегири и свиристели. Их нужно было встретить хлебными крошками и зернами, разбросанными во дворе. 25 ноября без надобности из дома не выходили, чтобы не месить грязь, поэтому занимались домашними делами. Женщины на Иоанна Снежного готовили особенные угощения для своей второй половинки – пироги или пряники с орехами, также давали им лакомства – орехи в меду. Считалось, что после такого пиршества муж будет добрый и ласковый. Главное, чтобы он ни с кем не делился пищей, приготовленной специально для него. Родственницы девушек на выданье 25 ноября проводили определенные ритуалы с использованием сильных обрядов, ритуалов, которые помогали поскорее найти свою вторую половинку и выйти замуж. Рожденные 25 ноября были люди честные и бескорыстные, всегда придут на помощь слабым и обездоленным. В качестве талисмана стоит выбрать турмалин или березу. Как считали наши предки, именно 25 ноября, в день Иоанна Снежного, ни в коем случае нельзя было делать что-то плохое. Даже народные приметы говорили о том, что негативные и тяжелые мысли в этот день могут привести к печальным последствиям. 25 ноября нужно было творить только добро. Поэтому наши предки ни при каких условиях не делали что-либо плохое, потому что считали, что это самый страшный грех этого дня. Негативные и тяжелые мысли могут привести к печальным последствиям, поэтому сегодня постарайтесь этого не допускать.
Девушкам, которые еще не встретили свою вторую половинку, нельзя День Иоанна Снежного проводить было в женской компании, иначе до Масленицы придется быть одной. Даже если нет возможности устроить вечеринку с парнями, все равно нужно найти выход, чтобы оказаться рядом с сильным полом. Например, пойти в гости к подружке, у которой есть брат, или куда-либо еще пойти, где можно было побыть сильным полом. Также 25 ноября нельзя было покупать обувь вместе с подругой, поскольку, согласно народным приметам, это сулит неудачи на любовном фронте. Категорически запрещено сегодня было и подбирать деньги с земли. Считается, что на них наложена порча. Обращаем на это ваше внимание. В то же время делать другие покупки в день Иоанна Снежного даже рекомендуется. Они прослужат очень долго и помогут достичь желаемой цели, как в личных отношениях, так и в карьере. В день Иоанна Снежного не стоит игнорировать советы родственников. Сегодня их рекомендации могут быть очень полезными и помогут добиться большого жизненного успеха, особенно если их дает старшее поколение младшему. 25 ноября не рекомендуется женщинам своему супругу готовить острые блюда, иначе считалось, что он будет злым. Лучше любимого накормить орехами. Считается, что тогда он одарит свою вторую половинку лаской и нежностью. К тому же наши предки заметили, что в день Иоанна Снежного мужчины особенно щедры, если с ними не ссориться и не спорить, а поэтому могут подарить любимой очень дорогой подарок. Главное правильно его попросить. Также нельзя было 25 ноября заниматься пересадкой цветов, потому что считается, что они очень скоро засохнут. Также в этот день лучше отказаться и от покупки букетов, начнут вянуть прямо на глазах, тем самым огорчив и дарителя, и получателя. Сегодня лучше найти альтернативу живым цветам, выбрав букеты из сладостей или фруктов. И сегодня, 25 ноября, вы можете привлечь денежную удачу. Для этого нужно на протяжении всего дня произносить следующую фразу. Но обращаться нужно только ко Вселенной. А слова следующие. «Моя удача умножается, в кармане денег прибавляется». Будет хорошо, если вы будете говорить эти слова в тот момент, когда вы считаете деньги. Или, например, вы идете на работу или с работы, и у вас в кармане мелочь, которую вы можете теребить в руках. И говорите: «Моя удача умножается, в кармане денег прибавляется». И со временем вы увидите, как действительно в вашем кармане, в вашем кошельке появится больше денег. Далее, друзья, у нас с вами уже лунный календарь на 25 ноября 2021 года. Сегодня, друзья, у нас с вами 21 и 22 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Обращаем ваше внимание, что сегодня пришло время активности, неукротимого движения вперед. Сегодня день проявления храбрости, бесстрашия, добровольной жертвы, а также отказа от собственности. Это день революционных перестроек, упорства в достижении целей и умения добиться триумфа. Обычно в этот день устанавливаются различные рекорды и делаются самые знаменательные открытия. Ведь именно сегодня пробуждаются все скрытые до сих пор силы в человеке, резервы, потенциалы. Но здесь главное вовремя воспользоваться этими проснувшимися возможностями, направить их на благое, большое дело, а не распылять по всяким мелочам. Сегодня многие почувствуют небывалую решительность и смелость для того, чтобы реализовать многое из того, что было задумано ранее. Сегодня не будет места таким чувствам, как страх или сомнения. Мало того, вы можете даже пожертвовать некоторыми своими интересами ради благих целей и достижения результата, чего бы вы не сделали никогда раньше. Но только так вы сможете вырваться из круга повседневности и изменить в лучшую сторону рутинный, привычный свой образ жизни.
Знаете, сегодня один из немногих дней, когда можно и даже нужно прервать свое одиночество по лунному календарю. Потому что сегодня день самого активного и полезного общения, которое поможет понять вам многие вещи и раскроет перед вами новые горизонты для деятельности. На работе большую пользу принесет командный дух, когда множество людей должны сплотиться ради одной какой-то цели. И результат превзойдет все ожидания. Стоит сегодня и навестить друзей, проявить заботу и внимание по отношению к ним. Сегодня этот лунный день окажет благотворное влияние на тех, кто сегодня проявит благородство, честность, справедливость, благожелательность, участие, дружелюбие и будет избегать лжи, жадности и корысти. Поэтому в моменты самого активного общения не забывайте тщательно анализировать свои мысли, поступки, действия, работать над собой, самосовершенствуясь. В этот день будут иметь и успех групповые духовные практики, направленные на работу с энергетическим потоком. Большое облегчение принесут и духовные беседы, покаяние, исповедь. Сегодня, пожалуйста, убирайте отрицательные моменты, исправляйте их, а положительные наоборот, усиливайте и проявляйте. В любом случае, не замыкайтесь сегодня в себе, выплескивайте наружу все свои проблемы. Этот лунный день имеет и свои приметы. Во-первых, если вас обманули в этот день, предали, украли, то знайте, что вы об этом в скором времени узнаете, потому что правда обязательно всплывет. И в этот день имеет особую силу обещания, несоблюдение которых может обернуться самыми трагичными последствиями для вас. Так что будьте осторожны и сегодня не давайте напрасных клятв, в выполнении которых вы не уверены. Как мы уже говорили, Луна в знаке зодиака Лев, и в этот день у многих проявляется возможность раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, славу, тепло, любовь, признание социумом. Такие дни благоприятны для хождения по прогулкам, театрам, посещения дворцов. Это хорошее время для того, чтобы отдохнуть. И в такое время все дела пройдут у вас успешно, потому что именно Лев будет обеспечивать усиление организаторских способностей, а также давать хорошую работу мозгу и жажду действий. Огромной силой в этот день обладает лесть. Это позволяет пользоваться этим себе во благо. Когда Луна в знаке зодиака Лев, то открываются все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания, и каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение. Обеспечить себя хорошим настроением на каждый день можно, поставив, например, на мелодию будильника свою запись со словами, что вы самый лучший, красивый и счастливый человек в этом мире. Сегодня хороший день для веселья и увеселительных мероприятий, для хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок. Также сегодня хорошо искать пропавших людей, вещей, животных, потому что это все увенчается сегодня успехом. Энергетика пробуждает в человеке сегодня активное начало. День придает нам необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором раньше боялись и подумать. Это время рекордов и подвигов как в прямом, так и в переносном смысле. Что же касательно стрижки, этот день приветствует изменения в образе. Очень кстати будет сходить в салон красоты. Вы сегодня можете подстричься, сделать новую прическу или просто подровнять секущиеся кончики. Все получится. Даже незначительные изменения заметно дополнят ваш образ. Не возбраняется сегодня и наращивать волосы. Так вы улучшите кровообращение и питание волосяных луковиц. Если вы достаточно смелый, то нарастите несколько цветных прядей. Это сделает вас моложе в глазах супруга и коллег. А вот косметические процедуры произведут сильно оздоровительный эффект, и это значительно улучшит вид волос. Улучшая их состояние, вы сделаете заметный вклад в свою карму. Здоровье улучшится, деньги будут оставаться всегда при вас, а мужчины будут ценить и любить.
Но все же постарайтесь уделить сегодня время друзьям, все-таки это их день. Сегодня окрашивайте волосы натуральными красителями в светлые тона. Это поможет вам привлечь хороших и искренних людей. В прическу можете добавить сегодня некоторые аксессуары, например, металлические шпилечки или заколки.